Приветствую, друзья! Насколько я понял, цифра 5 в названии наушников Apps обозначает вовсе не количество установленных там драйверов, а как бы маркирует новую линейку. Сначала мы познакомились с почти флагманскими K5, внутри которых действительно было 5 излучателей. Теперь же рассмотрим их новую бюджетную модель Q5, основанную лишь на одном единственном динамике. Звучит она реально впечатляюще, дизайн немного заимствован, зато удобство на самом высоком уровне. О ней сегодня и говорим. Собственно, поехали. Пришли наушники в довольно большой, раскрывающейся в виде шкатулки коробке, на которой уже привычно нанесен заводской график АЧХ и указаны основные технические характеристики. Из них отметим импеданс, равный 26 Ом, и чувствительность 109 дБ. В комплект нам положили простенький плотный бокс, инструкцию, салфетку для ухода за наушниками и два набора максимально дешевых силиконовых амбушюр. Одни из которых маломерки, а другие скромные по своей гибкости. Очень рекомендую использовать наушники, например, с КБР-07 или насадками от Final Audio. Кабель на вид приятный, с прозрачной оплеткой, однако в деле он переносит акценты с нижней на верхнюю часть диапазона. И, что гораздо важнее, на каждой из жил имеет сопротивление выше полуома. То есть им можно пользоваться, но лучше будет взять ним что-то чисто медное. Соединение здесь MMCX, джек 3,5 мм, так что я, дабы выжать из наушников их максимум, использовал популярный кабель ICA КТУ-01. Сами чашечки сделаны из медицинской смолы, имеют L-образную форму и компенсационное отверстие под металлическим звуководом. С внешней же части расположилась гравированная воронка, совсем как у флагмана MES. Насколько я знаю, это не они придумали, но конструкция зачетная. Сидят наушники удобно, смотрятся солидно, да и со звукоизоляцией тут все в порядке. Вот так, друзья. Это все и выглядит. По измерениям у нас достаточно эффектный по всем параметрам импульс. Заметные такие расхождения между левым и правым каналом, где-то в 1,5 дБ на низких частотах. И искажения в пике, достигающие 0,38%, что очень достойно. Фаза ведет себя естественно. Затухание на 30 и 60 дБ показывают стандартные уже по времени значения. Причем, заметьте, без каких-либо возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 11,5 дБ с пологим таким заходом на середину. Аналогичная амплитуда выделения области разборчивости. Легкий пик на 5,5 кГц, имитирующий наличие ушной раковины. И еще менее выразительный на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего мы имеем компенсационную яму и ровно два пика на 13 и 16 кГц. Так что так называемого воздуха и различных перкуссионных элементов здесь даже больше, чем в гибридных K5. Что сказать, вполне нормальный график, выполненный по всем канонам психоакустики и приближенный к кривой Хармана. Если ориентироваться на графики, то по звуку Q5 должны быть очень похожи на DeFi. Однако КЗ мне показались намного жирнее и гораздо темнее в плане баланса частот. Если быть прямо совсем откровенным, то по эффектности и подчеркнутости эмоциональной составляющей Q5 существенно так впереди. Конечно, не чита старшим K5, но все-таки. Особенно хочется отметить упругие, текстурные и очень четкие, как для динамического драйвера, басы. Ну и на контрасте без сомнения выделяются куда более выраженные высокие частоты. DeFi таким похвастаться, увы, не могут. Но там и ценник совсем другой, хотя в плане объема, выразительности и некой такой мелодики я бы сказал, что у них примерно паритет. Слушать приятно как КЗ, так и Apps.
Еще ближе к героям обзора, если судить по АЧХ, должны быть EVO200 от компании Симгод. Последние мне показались светлее, более красочными, что ли, и выше в эмоциональном плане. Однако не такими массивными и с гораздо более простым басом. Ну и та самая яркость, ради правды, через какое-то время начинает утомлять. Так что под таким соусом подход Epps кажется намного рациональнее и комфортнее для долгого прослушивания. В остальном обе модели однозначно заслуживают нашего внимания. Здесь, кстати, на контрасте очень хочется похвалить высокие частоты Q5, которые не поднимают грязи, не пересвечивают звук и нигде не режут и не ярчат. То есть, хотя верха здесь и полноценные, но они к тому же и сверхкомфортные. Чуть бы побольше эмоций на середине, и это был бы просто мега-хит. Но нет, серединка слегка тушит накал и держит нас, так сказать, в возбуждении. Последнее же сравнение хочу посвятить свеженьким КЗ Крила, которые тоже крайне хороши. Из достоинств у них могу отметить более открытую в эмоциональном плане середину и не такие весомые верхние частоты. Все-таки арматура есть арматура, по весу с динамиком ей никогда не сравнится. Вот по точности, разрешению и частоте различных перкуссионных звуков новинка от КЗ существенно впереди. Да, Q5 однозначно интереснее Крилла, но и тут можно апеллировать к их цене. КЗ ведь намного дешевле. Относительно возможностей усилителя с героями обзора можно вообще не беспокоиться. Думаю, их раскачает даже аналоговый выход вашего смартфона или планшета. По подаче лучше будет, конечно, использовать что-то посерьезнее, но наушники проектировались как универсальные, так что им хватит и задора, и сочности для любых видов связок. Стилистически я буквально завис на роке, преджазованной электронике, всяких оркестровых записях и акустических джемах. Для своей цены это, друзья, просто феерично. Повторюсь, К5 в данном плане еще лучше, но и это, откровенно говоря, очень достойно. И даже тот минус в виде слегка зажатой выразительности придает звучанию некоторой дополнительной брутальности и тем самым частенько даже усиливает эмоции. Очень, скажу я вам, интересная связка качеств. Обычно или одно, или другое, а здесь, как и в серьезных дорогих наушниках, все исключительно плюсуется. Отговорить я вас могу только от изначально позитивной музыки типа хэппикор, даб или регги. Вот с ними синергия будет, на мой взгляд, неполной. А для всего остального просто, друзья, потрясающе. Пространство сцены чувствуется идеально. У каждого инструмента есть свое место. Ему хватает воздуха и разрешения, что совсем уж удивительно все это сплетается в единую, сбалансированную и максимально полную музыкальную картину. Все еще, конечно, не идеал, но уже близко к тому. Итогом динамические наушники Epps Q5 удобно сидят, прекрасно выглядят, имеют достаточно качественную настройку со всеми ключевыми элементами, да и звучат, прямо скажем, на отлично. Просто шикарный бас, превосходные по массе и продолжительности высокие частоты и сочная музыкальная, но слегка нагруженная в эмоциональном плане середина. При этом хочется отметить правильное в акустическом смысле разрешение, прекрасную передачу эмоций и сбалансированное, можно даже сказать, цельное звучание, которое нигде не резанет и не обидит глубиной баса. За свои деньги, друзья, это откровенный восторг. Однозначно могу ее рекомендовать. Только насадки и кабель, пожалуйста, замените на что-то нормальное. А на этом у меня все. Это были наушники Epps Q5. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра!